Новинка от OnePlus, которая имеет, разумеется, активное шумоподавление до 49 дБ, 6 микрофонов в общей сумме, сенсорное управление, регулировки громкостью с вайпами, поддержку технологии OnePlus 3D Audio, Golden Sound, встроенную функцию SoundMaster EQ с готовыми предустановками звучания, технологию Bass Wave для динамического усиления басов, поддержку мультипоинта до 2 устройств, поддержку кодека LHDC версии 5.0, время автономной работы до 30 часов вместе с боксом. И это только самая малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием OnePlus Buds 3. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в стандартной для OnePlus упаковке, она выполнена в бело-красном цвете, на ней есть изображение, краткая характеристика и название модели. У меня на руках китайская версия, что, к слову, и так понятно по китайским надписям на коробке. Упаковка хорошая, пришла целая, как и само устройство. В комплекте мы имеем бокс, наушники, краткое руководство на китайском языке, короткий кабель для зарядки с USB-A на Type-C и 3 пары сменных амбушюр. Сколько весит бокс и наушники, вы видите на экране. Звуковод овальной формы с обыкновенной сеточкой и выступом для удержания амбушюр. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Все розыгрыши в конце месяца на стриме на канале для стримов. Перейдем к наушникам. OnePlus Buds 3 можно приобрести в черной и голубой расцветке, а на Али под бокс есть защитные кейсы в разных цветах. Я советую сразу приобретать защитный кейс, так как бокс у OnePlus 3 хоть и не марки, но потертости и царапины собирает также моментально, и как любой в принципе другой пластик. Дизайн бокса от прошлых моделей не отличается особо, но отмечу, что данная модель стоит дешевле, чем Pro 2 или Pro 2R, обзор на который вы можете посмотреть на канале. Далее, бокс в кармане слегка мешается, на корпусе расположили зеркальную надпись OnePlus с тиснением, LED-индикатор, который расположили рядом с выступом для удобного открытия крышки, и последнее — это хорошо оформленный разъем Type-C. Открыть одной рукой бокс можно, но не сказал бы, что это делать особо удобно. Крышка имеет фиксацию в открытом состоянии, шарнир пластиковый, но люфт у крышки отсутствует, за что плюс. Хлопок при закрытии бокса звонкий, но не раздражающий. Внутри расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и кнопку для сопряжения. Наушники в боксе не гуляют, чтобы вытряхнуть их из бокса, с закрытой крышкой нужно приложить усилия. Извлекать наушники из бокса удобно, за что плюс. Переходим к наушникам. Ножка у наушников глянцевая и маркая. Отпечатки пальцев видны и отчетливо, а вот часть корпуса со стороны звуковода выполнена из матового пластика. Сборка качественная, материалы тактильно приятные и выглядят наушники отлично, но как по мне они крупноваты. Что касается посадки, в ушах наушники сидят плотно, из ушей особо не выпирают, во время пробежки не выпадают. Пассивная шумоизоляция средняя, но уши слегка устают после 2 часов прослушивания музыки. На корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, по 3 микрофона, датчики приближения и сенсорные области для управления. Из команд на борту плей-паузы, переключение треков, ответ сброс вызова, вызов голосового ассистента, переключение между режимами и регулировка громкости. Настроить команды можно, команды сопровождаются системными звуками, не самыми качественными, но хорошо, что нет озвучки на китайском языке. Управление удобное, регулировка громкости происходит с вайпами, за что плюс, и ложных срабатываний за время моего использования я лично не обнаружил. Отмечу, что есть возможность включить одиночный тап, что позволяет использовать все команды одновременно. Жертвовать чем-либо не нужно, но тогда и шанс того, что будут ложные срабатывания, становится значительно выше, разумеется. Далее, наушники оснащены системой из 2 динамических излучателей на 10,4 мм вуферами и 6-мм твиттерами. Диапазон частот от 15 до 40 кГц, активное шумоподавление до 49 дБ на борту. Для ANC есть 4 режима работы, такие как Smart режим с автоматической регулировкой силы ANC. Далее есть максимальная сила шумоподавления, средняя и слабая. Функция прозрачности работает только в одном режиме. Удобно, что ANC и функция прозрачности могут работать даже с одним наушником. На практике обе функции показали себя достойно. Как по мне, настроены они хорошо. ANC в шумных местах справляется корректно, выкручивать сильно громкость в шумных местах с включенным ANC нет необходимости, что хорошо сказывается на сохранении слуха. Функция прозрачности позволяет не снимать наушники во время разговора с собеседником даже на улице. Посторонний белый шум с этими функциями в наушниках я не обнаружил, но вот Smart режим для ANC работает не столь корректно, как хотелось бы. Далее, полноценный мультипоинт до 2 устройств с автоматическим переключением на борту, датчики приближения отрабатывают шустро и корректно. Из интересного есть технология пространственного звука OnePlus 3D Audio без отслеживания положения
положение головы. Данную технологию можно использовать для просмотра фильмов или для игр, но для музыки я бы не стал использовать данную технологию, так как теряется детальность в композициях. Из полезного OnePlus 3 имеет технологию Golden Sound для настройки индивидуального звучания, такой вот кастомный упрощенный эквалайзер. Данная технология неплохо отрабатывает, я с первого раза смог настроить звучание, которое в целом меня полностью удовлетворяет, но я привык пользоваться ручками и полноценным кастомным эквалайзером для более детальной настройки звука. Далее OnePlus Buds 3 поддерживает функцию Sound Master EQ с 3 предустановками эквалайзера, технология Bass Wave для динамического усиления низких частот, а также можно создать простенький шестиполосный кастомный эквалайзер. Всего можно создать только 3 эквалайзера. Далее заряд наушников в шторке, конечно же, отображается, по одному они работают и переподключение бесшовное. Автоматически они подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Наушники поддерживают Google Fast Pair, что облегчает первичное подключение. Летим дальше. Емкость аккумулятора бокса 520 мАч, емкость аккумулятора одного наушника 58 мАч. Бокс, к сожалению, не поддерживает беспроводную зарядку, но это совсем было бы жирно. Полный цикл зарядки бокса занимает 1 час 20 минут, а наушников около 55 минут. Саморазряд у бокса я не наблюдал. На 50% громкости по кодеку LHDC, без включенной функции активного шумодава ANC, наушники отыграли по моим тестам 6 часов 35 минут, что является отличнейшим результатом. С боксом данная пара в подобном сценарии использования прослужила около 27 часов. 10 минут подзарядки наушников от бокса дают в среднем 1 час 10 минут прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость класса IP55 только у наушников. Я искупал наушники в воде около 30 секунд, после чего просушил их, по итогу с ними все отлично, все в порядке. Плавать, разумеется, вместе с наушниками нельзя, но вот небольшого дождика и потной тренировки они не должны бояться. Летим дальше. Подключается данная пара как с iOS устройствами, так и с Android устройствами. Разумеется, ко всему, где есть Bluetooth и куда можно подключить наушники. На смартфонах OnePlus все настройки доступны во вкладке Bluetooth. Если же использовать смартфон с другого бренда, то нужно скачивать приложение Hey Melody. На стартовой странице мы имеем заряд наушников и бокса по отдельности, ко всему в процентах, настройку режимов шумоподавления и прозрачности, такие вкладки как Sound Master EQ, Golden Sound, OnePlus 3D Audio, Multipoint, поиск наушников, тест посадки наушников, плюс можно настроить управление, включить-выключить игровой режим с низкой задержкой, а также High-Res режим для кодека LHDC. Обновить прошивку в приложении также можно, и мне обновления уже прилетали, но я разницы и улучшения в работе данной модели не обнаружил. Далее, Bluetooth версии 5.3, из кодеков на борту есть AC и SBC плюс LHDC версии 5.0 со скоростью передачи до 1 мегабита в секунду. По стабильности связи все хорошо, через одну стену, как и через 2 стены, наушники не отваливались, но очень редко проскакивали фризы, и это плохо, и непривычно для ванпласовских ушей. По заявлению производителя, задержка с включенным режимом низкой задержки составляет всего 94 миллисекунды. По моим тестам, задержка с включенным этим режимом при просмотре роликов на YouTube, разумеется, минимальна, потому что, как мы помним, YouTube сам, в принципе, компенсирует задержку. Как и в целом, задержка минимальна в играх. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с чувствительностью 38 дБ отрабатывают в целом достойно в этой ценовой категории. Перегруз есть, голос искажается, но не сильно. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников OnePlus Buds 3. И напоминаю, что никакие микрофоны, никаких наушников, даже самых дорогих, не сравнятся с хорошими микрофонами смартфона. Почему? Потому что микрофоны смартфона находятся рядом с вашим источником. Из ролика в ролик это повторяю и напоминаю вам. Как бы вы ни старались, в целом вы слушайте, как работает, и оценивайте сами. Звучание. Как вы уже поняли, персонализировать звучание под себя возможность есть. Ко всему, наушники довольно хорошо откликаются на настройку, не прям на 100%, но хорошо. Я же расскажу вам о стоковом звучании. Запас громкости здесь есть. Я прослушивал музыку не выше, чем на 65% громкости. Если вам громкости этих наушников будет мало, без шуток лучше сходите к лору. Бас мощный, плотный и глубокий, но при этом каши из частот нет. Все довольно хорошо сбалансировано. Середина с небольшим
неплохой проработкой, верха звучат выразительно. Как по мне, звуку слегка не хватает глубины, при этом прошлые две модели Pro 2 и Pro 2R звучат слегка качественнее. В любом случае, за данную стоимость данная пара хороший выбор. И вполне возможно, вам звук здесь понравится больше, а второй момент, разумеется, с прошивками он изменится. Вполне возможно, в лучшую сторону. Из минусов: нет беспроводной зарядки бокса, наушники слегка громоздкие, в моем случае долго использовать данную пару я не могу, так как появляется дискомфорт в ушах. Марки корпус наушников, обыкновенная сеточка, ну и в принципе все. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Всем огромное спасибо за просмотр, не забудьте подписаться на канал с колоколом, подписаться на телегу скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал, там мы общаемся постоянно по поводу всех железок. Резюмирую, беспроводные наушники OnePlus Buds 3 показали себя по всем моментам достаточно хорошо, так что рассматривать данную модель к покупке можно. Мне Buds 3 понравились, и учитывая стоимость, они имеют обширный функционал и отличное звучание. ANC и функция прозрачности, разумеется, не топового уровня, но опять же за данную стоимость все реализовано довольно отлично и местами лучше, чем в Pro 2R и Pro 2. Девайсу однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.